Всем привет! Меня зовут Елена Ким, я профессиональный визажист. И сегодня я хочу показать на себе макияж, вот этот макияж. Макияж, который подойдет для женщин элегантного возраста, у кого сухая кожа, либо склонна к сухости, обезвоженная кожа, чтобы подчеркнуть такое сияние, здоровую кожу. И я буду пользоваться продуктами, которые мне очень понравились. Они достаточно бюджетные, но они очень шикарные. И по схеме такой достаточно классической, легкой схеме, что вы можете повторить. Если вам заинтересует, понравится этот макияж, вы можете легко повторить. Поехали. И приступим. Я начну с, то есть я уход нанесла и начну с вот такой вот и тональный крем, хайлайтер, база под макияж. То есть здесь 4 в одном. Это от компании Maybelline, мне очень нравится, понравилось. Я недавно с ним столкнулась, буквально 3 дня назад купила его. Мне очень понравилось. Он даже вот аналог Шарлотты. Я взяла в самом светлом оттенке 00. И он такой вот со светоотражением, с такими частичками. То есть подойдет для элегантного возраста, ну, в принципе, для молоденьких он подойдет. Там очень много, по-моему, оттенков, если я не ошибаюсь. Вот, но вещь шикарная. Прям рекомендую. И даже использовать его как локально, так и полностью на все лицо. На все лицо можно наносить, если кожа сухая, как у меня. И если кожа, ну, комбинированная, там лучше, конечно, уже локально, потому что Т-зону лучше матировать, а вот зону области вот хайлайтера, выпуклые части, то есть, или там зону декольте, ключицу тоже красиво подсветить вот этим тоном. Это ну вообще. И поехали. Нанесу я его сегодня в качестве и базы под макияж, и в качестве тонального крема. То есть вот тут нужно так прокрутить. Наношу я его на все лицо. Здесь такой спонжик интересный. И растушую его либо бьюти-блендером, либо кисточкой. Скорее всего, я сначала кисточкой пройдусь, а потом бьюти-блендером. То есть нанесла я. Такая вот подсветка. Ну, даже уже видно на лице. Возьму я удобную для себя кисточку от, по-моему, Reality RT. Такой вот логотип. Кстати, кисти бюджетные, очень они понравились. Я прям много их приобрела. Я буду этими кисточками сегодня делать макияж. Они очень качественные, хорошего качества. Шикарные здесь формы, удобные. Так что буду знакомить еще с кисточками. И они доступны, я так понимаю, везде. Я сейчас нахожусь в Бельгии. Эти кисти я вот как профессионал, я даже ними крашу, мне они нравятся. То есть я использую и для работы, и для себя любимой. Растушевала я, вот видите, вот этот тональный, он такой очень легкий. Он, конечно же, не перекрывает полностью, но делает такую прям подсветку. Его можно использовать как базу под макияж, под любой тональный крем. И в самостоятельном виде, вот как у меня кожа, да, я единственное сейчас добавлю консилер. И мне будет достаточно. Консилер я возьму также от Maybelline. Косметика бюджетная, качество шикарное. Возьму этот консилер и нанесу я под глаза.
Т-зону. Вот здесь вот у меня капилляры мои, они мне не перекрыты нашим тональным кремом. Поэтому я консилер. Я не люблю лицо перегружать сильно косметикой. Поэтому сделаем вот так вот локально все. Растушую этой же удобной, кстати, очень удобная кисточка. Здесь форма такая удобная. Растушую консилер. И в области вокруг глаз, ближе уже к ресничному краю, можно либо пальчиком, либо тоже вот такая кисточка. Я недавно приобрела, вообще шикарная, двухсторонняя. Здесь можно для скульптора скулы прорисовать. А вот это вот для растушевки консилера. И здесь очень такой удобный футлярчик, он закрывает. Класс. Тоже это совсем недавно увидела. Следующий продукт это корректор, скульптор от Catrice. Тоже очень нравится. В оттенке 0,30. Я даже не знаю, у них есть светлее оттенок, нет? По-моему, есть. Ну вот 30-й оттенок, мне он очень нравится. И так как кожа у меня сухая, я люблю очень использовать кремовые продукты. Прорисовываю, делаю такое скульптурирование, чтобы лицо плоским не казалось. Прорисовываю такое раз, раз. Крылья носа немножечко затемняем. Прорисовываю глазик за счет вот того, что я вот эту орбитальную зону между подвижным и неподвижным веком я прорисовываю, ставлю тень, визуально веко приподнимается, глаз становится выразительней, нижнее веко я тоже прорисовываю, тень ставлю. Ну вот я говорю, у кого кожа жирная, тот не любит кремовые продукты. Это я показываю, у кого вот сухая, обезвоженная, и для элегантного возраста тоже подойдет кремовая коррекция. Прорисовала, раз. Вот так, кремовые, да. Сейчас я нанесу еще кремовые румяна. Теперь, то есть я лицо сделаю рельефным и нанесу румяна. Видите, вот такой вот прям glow эффект, glow, сияние такое. Это вот за счет нашего тонального крема, хайлайтер, он там 4 в одном. Вот наношу я от Catrice, тоже это новинка у них 2023 года. Кремовые румяна, там несколько оттенков, но вот этот он такой более универсальный, он для всех подойдет. Мне он так понравился, я его сразу же приобрела. Текстура такая маслянистая, но он очень достаточно пигментирован. И мне он очень-очень понравился. Возьму я кисточку. Ну, мне вот эта кисть прям вообще, кисть всем кисточкам, кисточка. Вот эту кисточку удобную для меня. И наберу я наши румяна кремовые и нанесу вот. Коррекция была чуть ниже, чуть выше, вот на выпуклой части. Такое пятнышко, раз. И растушую. Раз. Косметика бюджетная, но такое ощущение, что я вот по ощущениям, что я наношу на себя. Так, еще раз добавляем наши румяна. Одного слоя маловато. Цвет бесподобный. Раз. Также можно немножечко пройтись по ключице, шею задеть, область подбородка. Такое вот прям сияние с легкой свежестью.
Так, после румян я возьму все-таки Beauty Blender и чуть-чуть границы вот так как припечатаю. Излишки впечатаю в Beauty Blender. И у нас как будто бы такая вот легкая свежесть. То есть кремовые продукты мы нанесли. Все, теперь я буду фиксировать сухими продуктами для стойкости. И для более такого усиленного эффекта вот так нашей подсветки, этот наш сработал хайлайтер, вот эти вот, он, ну, как бы тональный крем, и в то же время за счет светоотражения такое ощущение, что я уже хайлайтер нанесла. Поэтому я могу дополнительно его не наносить. Я не хочу сильного такого яркого эффекта, а чтобы был более деликатный. Я нанесу вот эти вот, вот этот сухой хайлайтер от Revolution. Он там, по-моему, два оттенка, один с розовым, а это вот более такой цвет шампанского. Я нанесу на влажную кожу, вот на зону хайлайтера, на выступающую часть. Вот такую взяла замечательную кисточку. Мне кажется, она будет очень даже хорошо служить для нанесения хайлайтера. Раз. Вот сюда я зафиксировала, и получается у меня, так как я нанесла на влажную основу, у меня получилась такая яркая подсветка, вот прям сияние-сияние. А потом я уже буду закреплять пудрой следующие участки. Вот я еще раз эту часть, раз, раз, раз. Хайлайтером можно нанести еще вот здесь слегка. Предварительно я нанесла на губы, мне понравился вот этот вот вазелинчик. Он без отдушек, потому что какая-то легкая, когда вот наносишь, чувствуется что-то такое непонятное, такое, ну, приятное. Вот. Но нет такой прям яркой отдушки, там малинка или клубничка. Вот. Но он хорош тем, что его можно на ночь, питает хорошо губы. И в течение дня также можно использовать его. Очень хорошая вещь, бюджетно и супер. Так, и хочу еще дальше закрепить свои кремовые продукты. Локально нанесу я вот эту матирующую пудру от Catrice 002 тон Банана Брихт. Вот, нанесу я вот сюда. Она такая очень легкая по текстуре. Матирует кожу, не утяжеляет, даже чуть-чуть высветляет. И нанесу я локально на Т-зону. Слегка я нанесу. Я не люблю сильный блеск такой уж. Вот. Ну все. То есть оставляю наш хайлайтер. Вот здесь еще можно немножко пройтись. А еще покажу, у кого вот сухая кожа. Тоже очень шикарная пудра. Это от Essence, такой оттенок 10. Она делает кожу тоже, можно использовать как очень деликатный хайлайтер. Ее можно фиксировать полностью лицо, то есть нету такого жирного блеска, а именно идет прям подсветка изнутри. Я возьму вот кисточкой мягкой, большой, и пройдусь вот прям по всему лицу. То здесь я заматировала слегка. Можно было, например, Revolution хайлайтер уже сухой не наносить. Но я хотела ярче сделать подсветку, я его нанесла. Ну и просто показала вот эту пудру шикарную. Мне очень нравится. И вот. Раз, раз, раз. Все, мелкие морщинки выровняла за счет этой пудры. И следующий продукт я возьму, чтобы усилить еще свою рельефную коррекцию, усилить кремовый продукт, кремовый скульптор. Я возьму сухой бронзатор от Catrice
Тоже мне он нравится. Это 0,10 оттенок. Он многим нравится. Я вот смотрела и блогеров, и визажистов. Просто тоже шикарный такой вот бронзатор. И я возьму большую кисточку. Можно еще тоже вот такую кисточку. Но так как она у меня сейчас уже в кремовых продуктах, мне неудобно. Поэтому я вот эту кисточку возьму и прорисую слегка под скулой, тень поставлю. Крылья носа. Мне удобно большой кисточкой работать. Кому неудобно, вот это вот, кстати, очень удобная кисточка. Ее можно даже одну приобрести для кремовых продуктов, а другую для сухих. И тоже не хорошо вот так вот прорисовывать, пролепливать. Вообще прям такая удобная. Вот эта пудра делает такое прям тоже сияние. Но все это так деликатно, это так красиво смотрится. Следующий продукт я возьму. Сейчас переступим к бровям. Брови на лице играют очень важную роль. Брови прям это отдельная история. И я взяла вот этот карандашик от марки, что у нас, Essence. Очень нравится. 0,2 оттенок, такой универсальный. Он подойдет и брюнеткам, мне кажется, даже и блондинкам. Ой, вернее, блондинкам и даже брюнеткам. Скорее всего, подойдет им тоже. Но если вы хотите такие более мягкие бровки, то есть не ярко, не явно выраженные, а акцент сделать там, например, на глаза, либо на губы, а бровки оставить более такими незаметными, подойдет. Можно еще взять еще один карандашик, там не помню какой тон у них. Вообще качество очень хорошее. Здесь и грифель тоненький. Взять более темный карандаш и с двумя карандашиками обыграть брови. То есть как каркас нарисовать более светлым, а потом добавить темного оттенка. И будет такой вот, как бровки омбре. Ну, мне нравится, я могу его так самостоятельно добавить, только так как у меня вот добавить цветную, либо добавить цветную тушь вот для бровей. Я использовать могу его самостоятельно. У меня, правда, здесь вот начало есть. Вот дублирую вторую бровочку. И не забываем, да, то есть макияж у меня для, как бы такой, для возрастной кожи, для возрастного лица. Стараться нужно, вот когда брови, особенно когда брови мы рисуем, их не нужно опускать в них, их нужно чуть-чуть выше делать. То есть, вернее, выше это хвостик брови, чуть не опускать вниз по форме, которая от природы, а немножечко даже выше ее приподнимать. И тогда будет такой, как лифтинг эффект. Как я говорю, чем старше мы становимся, нужно все рисовать выше, выше и выше. Ну, в принципе, все. Вот я посмотрела, мне недостаточно вот этого цвета. Хочется добавить, я нашла темный карандаш в 0,5 оттенке, но он такой уже, как больше серо-коричневый. И я добавлю его вот на те участки, где у меня нет волосков. Мне очень нравится грифель здесь, он очень такой тоненький, что можно аккуратно... Ой. Ну вот, что-то так. Излишки, если какие-то излишки, нужно взять ёршик и расчесать, убрать излишки ёршиком, щеточкой. Единственный минус в этих карандашиках, что нету этой щеточки, но это не проблема. Я возьму такой вот ёршик и расчешу, уберу излишки.
И возьму я цветную тушь для бровей от Catrice в 0,20 тоне. Medium Brow. Такой грязно-коричневый оттенок. Такой какой-то он натуральный оттенок. Он и не бледный, и не яркий сильно. И смягчила я бровки. Зафиксировала и закрасила. Прокрасила. Ну, хорошо фиксирует, кстати, и прокрашивает хорошо. Кисточка удобная. И приступим к макияжу глаз. Я возьму вот эту палетку тоже. Мне постоянно рука к ней тянется. Это тоже бюджетная. Catrice. Очень красивые оттенки. Они есть в теплом цвете. Там их, по-моему, несколько, 4 палетки. Ну, вот это самые такие универсальные. Для всех они, для глаз всех подойдут. Вот это больше для голубых глаз. Там вот эти песочные, золотистые оттенки. Но она подойдет всем. И карим глазам, и зеленым. И вот такая вот холодный оттенок, палетка. Но мне она прям нравится. Я сейчас не нанесу. Это тоже очень нравится, но я вот это сейчас нанесу. Вот. И мы возьму я такой, сделаю как классический вариант. Возьму самый светлый оттенок, нанесу на все подвижное веко, под бровью тоже. Также удобной для меня кисточкой. Пройдусь полностью вот этим светлым тоном и под бровкой, как подложку такую сделаю, чтобы потом следующие сухие продукты теней хорошо можно было наносить и растушевывать. Нанесла. Так, за кадром я продублировала второй глазик. Возьму кисточку такую более плоская, такая вот овальная, очень удобная. И возьму вот этот оттенок. Прорисую прям вот по классике под изгибом. И вот поставлю точечку в складочку между подвижным и неподвижным веком. И вот растушую. То есть у нас получается такой вот переход со светлого в темный. Раз, раз, раз. Также я возьму эта кисточка, она удобная за счет того, что вот форма такая удобная. Я прорисую также нижнее веко. Тень поставлю, уже глазик становится более выразительным и больше. И текстура теней очень приятная, такая хорошая. Она прям не сухая, прям сухая, а именно вот такая она. Ну, они сухие, но они вот хорошая, вот растяжка у них. Так, ну вот растушевала я. Ну и стараться вот вытягивать вверх линии. Такой лифтинг эффект. Теперь я возьму карандашик в коричневом цвете от Catrice. Вот он такой мягкий и коричневый, красивый, такой шоколадный оттенок. И прорисую ресничный край. Между ресничками. Такими, как можно, чтобы удобнее было наносить, такие как точечные движения, для того, чтобы не было пробелов. Также можно вот здесь пройтись между ресничками, потому что некрасиво, когда ресницы отдельно, карандашик отдельно, и между ними какие-то щели. Это не очень красиво. Это неприлично. Вот, и слегка, вот я прям, у меня рука просится, я стрелочку вывожу. А стрелочку, если выводить, то ее нужно выводить вот параллельно линии брови, то есть не вниз. Прорисовала вокруг глазика, вот так вот до конца глазика. Заполнила и вверх, при открытом глазе вверх. Можно даже как потом вот здесь такую тень поставить карандашной техникой, продолжить вот этим же карандашиком, слегка растушевать, чтобы как бы еще ярче. Слегка подтягиваем, сильно кожу не тянем, она у нас и так тянется, а с годами все сильнее и сильнее. Нужно ласково, бережно.
Мгм. Смотрим, ну, когда делаем макияж на себе, смотрим в большое зеркало и уже это, где какая-то асимметрия, это все видно в большом зеркале, в маленьком этого не видно. И также смотрим параллельно линии брови. Раз, раз и чуть-чуть карандашную технику. Ну, это я так всегда делаю, это быстренько раз, раз. А потом еще раз продублировала, нанесла тени, зафиксировала карандашик и все. Ну все, прорисовала я карандашиком. Потом можно взять тени и продублировать темными тенями наш карандашик, зафиксировать его. Он будет тогда цвет насыщеннее и более стойкий. Еще для выразительности вот можно взять карандашик и вот внешний, 1/3 где-то глазика, внешний уголок, внизу вот. И тень такой поставить, как бы реснички. Так раз, 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 раз. И слегка растушевать. Тогда глаз более выразительный становится, да. Ну, растушевать либо пальчиком, либо кисточкой. Ну вот. Возьму я кисточку, такой вот бочонок, и вот нижнее веко, где я прорисовала карандашом, я чуть-чуть растушую. Возьму вот эти вот тени. Я всегда на руку, потом с руки беру тени коричневые и чуть-чуть такой тени. Раз, раз. И вот по глазику и сюда вот пройдусь. Слегка. И так как воздух убираю. То есть яркость вот тут 1/3 глаза. Потом эти же тени я беру этим же бочонком. Он достаточно жесткий. Прорисовываю нашу вот эту стрелочку. Можно дальше растушевывать, можно взять вот этот оттенок и вот переход сделать. Но я не хочу, я хочу, чтобы было более четкое. Ну, это один из вариантов, можно сделать тут много вариантов. Смотря какое веко, какой глазик, строение глазика. Вам, если интересно, мне будет очень интересно ответить на вопросы. Интересно, вот что вы думаете по этому поводу, как вам нравится, не нравится, что я делаю. Мне это очень нравится. Вот, все, ну, достаточно, сильно не будем там придумывать. То есть я продублировала. Это такой, говорю, это классический вариант макияжа. Вот еще, то есть можно это до того, как ты стрелочку рисуешь, как стрелку рисуем, использовать какие-то там блестки, сияния, а можно после, вот как сейчас, либо оставить в матовом, или же нанести слегка вот это вот такое сияние. Так вот, и прям, чтобы еще больше увеличить глазик, сделать его еще объемнее. И немножечко сделать такое, как свежинки, искринки. Слегка такой блик. Можно еще под изгибом, прям немножко. Под всей не надо бровкой, а вот тут вот легкий такой блик. Раз. Такими как припечатывающими движениями слегка. Если хотите ярче, то все можно усилить, сделать ярче. Ну, для дневного макияжа это достаточно. Все. Также вот этот блик можно сделать во внутреннем уголочке глаза. Вот я возьму такую кисточку для нашей сияшки и здесь чуть-чуть растушую. Вот
вот этот цвет я могу немного границы вот растушевать. Ой. Вот здесь вот этим матовым. Вот тут можно. Чтобы не было никаких прожилок наших. Кожа здесь тоненькая. И тонального сильно не хочется консилера наносить. Чем меньше слоев, тем лучше. Особенно для возрастных девочек. И сейчас все вот в коричневом цвете, акценты там на стрелки коричневые, цветные туши выходят коричневые, там помада тоже в коричневых оттенках, ну такой как тренд, да. Вот поэтому я вот эти туши, мне они очень понравились. Мне понравился цвет Essence тушь, такой прям коричнево-коричневый, очень красивый цвет. Понравилась еще больше всего вот эта тушь. Вообще обожаю вот эти оттенки. Очень красиво карим глазам, зеленым глазам. Это от Maybelline такой бордовый оттенок туши. Чтобы усилить зелень в моих карих глазах, я могу нанести вот эту тушь. Здесь идет и длина, и объем. Она смотрится прям темная, на солнышке будет играть таким бордовым оттенком. И она визуально за счет вот цвета, что она не черная, а именно вот темная и с оттенком, визуально будут ресницы еще гуще казаться. И взгляд мягче. Но выразительность остается. Очень нравится. Я, пожалуй, ее оставлю. Я, наверное, вот на подвижное веко нанесу вот эту тушь, а на нижнее веко возьму вот эту коричневую. И вы увидите. Тоже цвет такой прям красивый. Ну, если вам понравится вот этот вот макияж, видео, спрашивайте, задавайте вопросы, буду отвечать, подскажу. И какую следующую тему тоже подсказывайте мне. Как вам? Ну, теперь губы. Приступаем к губам. Так, ну, следующий этап губы. Коль у нас макияж лифтинг, да, такой для возрастных больше дамочек, поэтому покажу, как правильно красить губы, чтобы не подчеркнуть возраст, а наоборот омолодить и еще сделать более объемные губы. Я убираю излишки своего вазелинчика. Вот у меня немножко тут выскочило. Сейчас мы это все уберем. Возьму я консилер. Ну вот я взяла консилер. Слегка можно пройтись по всей поверхности губ, для того, чтобы более стойкая была помада. Помада там, что будет блеск. И для того, чтобы убрать цвет моего контура, ну, нарисовать новый контур с легким увеличением губ. Возьму я пудру, кисточку и чуть-чуть припудрю, для того, чтобы карандашик хорошо рисовался. Возьму я, пожалуй, еще хайлайтер, немного добавлю сюда. За счет хайлайтера губы увеличиваются. И возьму я карандашик, буду использовать я вот это комби. Взяла я помаду тоже приобрела прям недавно, мне она понравилась.
Я сильно матовые не люблю, если честно, но я взяла ее протестировать, и она мне понравилась. Она достаточно стойкая, она вообще не сушит губы, она приятная по текстуре, в носке, и она отдушка приятная такая, карамелька, что ли, ну что-то такое. Вот. И оттенок очень хороший, то есть его можно комбинировать с любыми помадами за счет того, что такой цвет он бежево, даже с холодным немножко оттенком. Ну, короче, шикарная помада. Я взяла вот этот вот карандаш тоже от Maybelline. И такой оттенок прям классный, прям мне нравится. Я вот видео снимала, и там этот карандашик. Предыдущее было видео, по-моему. Ну, видеоролик был маленький с вот этим карандашом, и там номер. А какой тут номер? 750. Очень красивый. Сейчас такой модный оттенок, коричнево-красный, что ли. Он не красный, но он такой вот с краснинкой есть. Вот он, красивый. Я его сейчас нанесу и возьму еще, вот, возьму еще, растерялась, возьму еще от NYX карандаш, который, ну, мне он очень нравится, это Nude Трюфель. Он такой вот бежевый, то есть можно сначала контур ним нарисовать, потом добавить этого. Ну, я сделаю сначала контур вот этим карандашом. Я прям над хайлайтером рисую. И тоже стараться, чтобы были губы более, ну, такое выражение, чтобы и губы не опускались, кончики вниз, так как все-таки у нас нужно наоборот, когда молодость, это когда вот эти вот уголки, они идут вверх. Поэтому нужно рисовать, не нужно здесь объем, получается такие бабулькины губы, а вот выравнивать немножко контур, вот такую линию вверх. То есть не округляем, а наоборот ровненько рисуем. И соединяю с внешнего во внутренний. Вот наши ноздри, вот где самая выступающая у нас будет, где найти вот уголочки эти вот ноздри, и сюда точку ставим, и здесь также, здесь потом эти точки соединяем с внешнего во внутренний, с внешнего во внутренний. И вот напротив этих точек ставим здесь раз, и здесь будет самое выступающее, потом их соединяем. Тоже здесь не округляем, потому что если будете здесь округлять, у вас будет опущен рот. И вот карандашик, он чуть-чуть это как забор, не заборчик, а вот как его, как ложим на губы и вот так вот растушевываем в центр. Потом я его еще подточу немножко. Сейчас в зеркало буду рисовать. Карандаш такой цвет шикарный, прям вот, не знаю, такое ощущение, что тоже люкс наношу на себя. Ну вот он сейчас такой вот прям модный цвет. Я вот не могу объяснить его.
Мне кажется, он всем подойдет. Вот кто любит выразительные, кто даже любит бледные губы, но в то же время вот чуть-чуть выразить, его надо вот именно для контура хотя бы приобрести. Ну, это мое мнение, это надо просто посмотрите его, протестируйте в магазине. Вот, растушевала. И я сейчас возьму еще карандашик от NYX. Беру карандашик от NYX и растушевываю. Возьму консилер и слегка вот здесь вот сделаю такой, как почище. Сделаю еще более четче контур за счет консилера. Подрисую вот под карандашиком. Чуть вот тут ниже. Получается, верхняя губа, она как чуть-чуть выступает выше, да, так, и такой как лифтинг эффект, и в то же время вот кончики у нас, уголки вверх идут. Также есть вот эти мелкие морщинки, которые носогубные, их тоже можно сгладить аккуратно консилером. Вот. И в конце тоже этот же консилер я возьму и вот здесь вот наши уголочки такую вот линию проведу слегка. Опс, опс. И получается такой вот лифтинг эффект. Также под бровку можно слегка такая раз. И вот здесь такая раз. Угу. Есть разница. Слегка так прям. И можно закрепить, а можно и не закреплять пудрой. Вот уже сделала раз. И припечатать. Так раз, раз, раз. Вот тут можно пройтись. Там не видно. И возьму помаду нашу от Maybelline. Это оттенок 10. Это самая светлая. Вот кто любит такие бежевые с розовинкой, легкий такой вот бежевый оттенок. Пастельные тона. Это вот ваша помада, еще и матовая. Цвет шикарный. Покажу вот этот карандаш, может на руке будет его видно лучше. Вот какой он цветом. Вот этот карандаш, это Maybelline, вот эта помада. А вот это карандашик, вот этот нюд трюфель. Ну, чтобы видно была разница. Можно использовать просто карандаш трюфель и вот этот. Но она хотя, видите, ну вот эти вот это комби вот сейчас на губах у меня. Как вам? И мне все-таки не хватает румян. Я возьму сухие румяна от Catrice, которые мне очень тоже нравятся. Тоже с сиянием. 0,10 оттенок. Такой вот он персиково-розовый. Он даже и с холодным. Ну, тут есть и немножечко теплого. Такой вот достаточно пигментированный. Я нанесу для свежести. И вот здесь, и вот здесь.
и вот здесь. Как сразу. Ну вот и все. Макияж готов. Как вам? В принципе, этот макияж можно и на вечер, можно еще ярче сделать. Можно какие-то вот типа таких сережечки одеть, причесочку. Ой. И сейчас модно вот эти объемные сережки разные, даже жемчуг сейчас модно. Сейчас, секунду. Эти. Вот. Как вам? Если я была полезна и вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы, мне будет очень приятно. Все, всех люблю, целую. Пока.